Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на осень 2024 года. Да, дорогие, это осень силы. Присаживайтесь поудобнее. Будем планировать с вами октябрь, ноябрь и уже получается декабрь 2024. Напоминаю, что в сентябре у нас с вами был коридор затмений. Кто его не заметил, кому было легко и расслабленно, я вас поздравляю, ребята. Конечно же, у кого были сложности в этот момент, и я вас понимаю. Да, этот осенний коридор затмений запустил очень много событий, и напомню лишь, что это была такая маленькая репетиция всего того, что случится с нами весной 2025 года. Да, у нас весной 25 с 14 по 29 марта будет коридор затмений. И я бы так сказала, что после этого затмения начнутся более глобальные события, которые и приведут нас к изменениям. Напоминаю, ребят, кто смотрел меня еще несколько лет назад, я говорила, что 2023 и 2024 это года такого небольшого затишья в глобальном плане, а 25 и 26 год это такие будут большие сдвиги изменений, поэтому к этому нас Вселенная, звезды, планеты, как угодно можно называть, подготавливала планомерно, поэтому здесь мы сейчас только идем вперед и понимаем, что все в наших руках. А эта осень нужна нам для того, чтобы понять, насколько мы сильны, насколько мы умеем справляться с событиями, даже если они нам не очень-то нравятся, как мы эмоционально выдерживаем эти события, потому что коридор затмений, собственно, который запустил все эти события, потому что и под коридор затмений у нас множество планет ушли в ретроградное движение. Юпитер сейчас еще в октябре тоже развернется, и у нас получается вся осень в таком ретроградном движении высших социальных планет. Поэтому здесь мы активно к этому готовимся, ребята, и понимаем, что не все будет даваться легко и просто, как, например, весной этого года, но все же Скорпион — это сильный знак, и мудростью и философски понимает, что только так и по-другому быть оно не может. Да, нужно приложить труд, нужно приложить силы, эмоции, но обязательно все получится. Поэтому да, ребят, слава богу, коридор затмения закончился у нас 2-3 октября. И скажу так, что первая неделя после него будет, я бы так сказала, эмоционально агрессивной. Да. Здесь Марс будет держать Солнце, я бы так сказала, в тисках квадратуры, поэтому здесь понимайте, что все те эмоции, которые сложились у вас до солнечного затмения 2-3 октября, они продержатся с вами недельку, поэтому здесь постарайтесь не выходить на эмоции, не агрессировать, не ругаться с близкими. Особенно сложно это будет даваться, я бы так сказала, скорпионам первой декады, ребят. Да, ребят, скорпионы первой декады — это кто родился в октябре, скорпионы второй декады, кто родился с 1 по 10 ноября, скорпионы третьей декады, кто родился с 11 ноября и до знака зодиака Стрелец. Вот такая градация, чтобы вы сразу понимали, про какую декаду скорпионов я говорю. Поэтому да, скорпионы первой декады, будьте мудры, будьте, я бы так сказала, настойчивы в своих делах, но при этом не агрессируйте с близкими, потому что у нас Марс сейчас идет по знаку зодиака Рак и делает, я бы так сказала, напряженные аспекты. И эта история еще, я бы так сказала, умение взаимодействовать. Вообще этот осенний коридор затмений — это про то, как мы умеем договариваться, взаимодействовать, выходить из сложных ситуаций, которые с нами случаются, умение договориться с близким. Так вот, у скорпиона второй декады эта история будет получаться очень даже хорошо. Здесь получится договариваться с близкими, получится и финансы вкладывать хорошо, получится, я бы так сказала, в первую неделю после коридора затмений. И вот эта история с вложениями, с покупками, здесь не получится
я бы так сказала, агрессировать, но на этих эмоциях можно, в принципе, точно так же строить и любовь, и отношения, ходить на свидания. Такой хороший период, если, конечно же, у вас нет личных транзитов, которые более отягощенные, и эти обстоятельства могут нивелировать. То есть, если ваши личные транзиты идут по домам, задевают другие обстоятельства, тогда, конечно же, это будет делать сложно. Но, ребята, я могу вам ответить на этот вопрос только если вы укажете свои личные данные, свою дату, время, место рождения, чтобы я вашу натальную транзитную карту открыла и посмотрела, что у вас там происходит, потому что сейчас я рассказываю общий гороскоп, который и так разбит по декадам, да. У скорпионов третьей декады после этого коридора затмения неделя активная, неделя действий, неделя вообще, в принципе, амбициозных таких своих желаний. И здесь, ребят, скажу, что нельзя сидеть на месте, нельзя останавливаться, нельзя тормозить, потому что, скажу так, Плутон, ваш управитель, ребят, это скорпионы третьей декады, находится сейчас в Козероге. Да, он ушел в ретроградное движение в мае 24-го, и в начале сентября этого года он последний раз на нашей с вами жизни и памяти вошел в Козерога и уже 20 ноября покинет этот знак и войдет в Водолея. И здесь скажу вам так, эта история очень хорошо будет работать у вас, именно скорпионы третьей декады, поэтому внедряйте как можно больше дел задуманного в бизнес, в работу, в деньгозарабатывание, потому что я скажу, что Плутон на эту осень, несмотря на то, что он до конца ноября будет находиться в Козероге, еще и декабрь зацепит вот эта история достижений, да, поэтому вся осень для вас и начало зимы и далее. Скорпионы третьей декады – это активное действие. Действие, вообще Плутон – это про деньги, про очень большие деньги, коллективные деньги, про связи. Связи очень властные, построение бизнеса, реализации себя. Это очень хорошая планета, с которой, если работать, не бояться, преодолеть свои страхи и зажимы, то получится вылезти из долговой ямы хорошо, стабильно в будущее, да, и здесь я скажу так, нужно этот момент использовать, и скажу, что в начале октября настроиться на эту волну будет гораздо легче, потому что в ноябре уже будет эмоция очень сильно, у нас там будет сходиться аспект Марс в оппозиции с Плутоном, и это будет очень такой агрессивный аспект для всех скорпионов, у кого-то он выльется в плюс, у кого-то он будет работать с негативной подоплекой, но, ребята, все-таки, как говорится, нет задач невыполнимых, все трудности, которые нам даются, мы спокойненько переживем, поэтому не надо вот здесь уходить и в негатив, и в расстройство, что не получится вот как в легкости. Ребята, в легкости было когда-то давно, а если вы перешли возраст 35+, то сейчас надо усложняться, и это нормальный ход мироздания. Да, у нас с 9 по 20 октября на небе начинают складываться такие очень мощные события, и здесь Венера в оппозиции с Ураном и Меркурий в квадрате с Плутоном. О чем это такая мощная история? Причем они еще задевают, вот я бы так сказала, вот эти аспекты. Полнолуние, которое с нами случится 17 октября. 17 октября будет полнолуние в Овне. Да, агрессивное, могу сказать, полнолуние. И как раз-таки перед и после этого полнолуния у нас складываются как раз-таки два таких напряженных аспекта. И скажу я вам, ребят, здесь история. Ну, не то, что я сейчас буду вас всех пугать. Можно сказать, когда можно напугать скорпионов? Да нет, конечно. И здесь абсолютно и четко говорю, что агрессивное полнолуние 17 октября будет у нас. Конечно же, Солнце в оппозиции с Луной, и все это держит Марс в квадратурах. При этом начинает с этого момента сходиться Марс, Плутон,
аспект, который я вам говорила, это аспект очень классный для бизнеса, для работы, для деньгозарабатывания, но абсолютно неприятный аспект, который, если мы не будем работать активно, мощно, здесь можно на этом аспекте хоть зарядкой заниматься, да, хоть спортом начать заниматься таким мощным, глобальным, но, конечно, в финансы этот аспект трансформируется гораздо лучше, да, и при этом этот аспект совершенно неприятен для личных семейных отношений, поэтому здесь захочется, конечно же, обвинить всех и сказать, что все, что у меня не получается в жизни, это из-за вас. Не нужно так делать, ребята, подождите. И да, с этого полнолуния, которое у нас будет 17 октября, скажу, что оно отыграется достаточно сложно у скорпионов первой декады. Просто будет это напряженные моменты, напряженные события, захочется поагрессировать, захочется вспылить, поэтому здесь, конечно же, ребят, спорт, зарядка, работа, бизнес, ставьте себе сложные задачи, ставьте себе сложный план. Ну, естественно, скорпионы первой декады, эта история еще протянется, я бы так сказала, на уходящий цикл, на ваши дни рождения в октябре, да, и не просто это так, сложные события, сложное вот такое настроение, когда хочется рвать и метать, перед днем рождения, это говорит о том, что вы честно, максимально не удовлетворены той жизнью, которую хотите иметь. И здесь просто нужно начинать делать то, что вам нравится, то, что вам хочется, то, что вы всегда хотели, не отступать от своего плана, хотя однозначно будут говорить все вокруг, что зачем тебе это нужно. А у скорпиона, еще раз говорю, очень шикарная, потрясающая интуиция, которой вам необходимо пользоваться. Кстати, в конце ролика прикреплю большое видео про знак зодиака Скорпион. Если вы про себя мало знаете, посмотрите, там постаралась максимально раскрыть все сферы жизни, все важные моменты, плюсы, минусы, как из одного сделать другое, чтобы жилось лучше и приятнее. Поэтому, ребят, трансформируйтесь. Вы октябрьские скорпионы, и эта история однозначно роста. Да? Для скорпионов второй декады я скажу, что не будет очень сложно этот момент. Это, я бы так сказала, полнолуние, да, плюсом и момент и до, и момент после. Здесь все-таки, ребята, у вас скажу, что в прекрасном трине Сатурн, поэтому делайте монотонно свои дела, вот без такой сумасшедшей скорости, казалось бы, да, без такого бурного всплеска эмоций и энергии. Делайте на лайте, ну, скорее, с Сатурном сильно на лайте не получится, но получится однозначно сделать все дела по плану, которые вы себе распланировали, да, и все дела, которые откладывались в долгий ящик. Здесь Сатурн идет в ретроградном движении с начала сентября и будет еще идти до середины ноября в ретроградном движении, и с середины ноября потом вы начнете уже делать какие-то новые дела с этим же Сатурном, и при этом это не будет так сложно и напряженно, но это будет для вас достаточно очень хорошо и продуктивный период, да, сложится для вас, поэтому здесь важно делать. У скорпионов третьей декады здесь, конечно же, ребята, скажу так, Венера в оппозиции с Ураном, история того, что можно напылить в отношениях, можно ругаться, выходить из этих отношений, но постарайтесь этот аспект сконвертировать все-таки в работу, сделать нечто новое в работе, сделать нечто креативное, не как обычно, возможно, в большом коллективе, не в одиночку, а с кем-то, да, тогда этот аспект проиграется хорошо, потому что здесь все-таки и Плутон помогает, и Нептун помогает, говорит Скорпионы третьей декады, делайте как можно больше. И в принципе даже Марс, который в оппозиции с Плутоном, он тоже как бы дает такой красивый, роскошный трин для того, чтобы вы делали, для того, чтобы вы реализовывались и всю свою агрессию пускали в нужное русло. Но для Скорпионов третьей декады вот этот момент с 9 по 20 октября будет, я бы так сказала, в любовных отношениях сложный. Точно так же этот
аспект Венера в оппозиции с Ураном очень сложен для траты денег. Получится потратить очень много, быстро на какие-то странные непонятные хотелки. Пройдет этот аспект, и вы скажете, что это вообще такое было. И вы скажете, так, деньги получится потратить очень быстро, а восполнить их будет сложнее. Поэтому здесь я бы все-таки вам посоветовала быть Скруджем и все-таки тратить только на что-то, если новое, да, потому что захочется прям экстраординарно себе что-то там новое купить и прямо сейчас, потому что это вот прям реально такое действие Урана, который сейчас находится в ретроградном движении, будет на Скорпионов 3-й декады оказывать свое влияние, вот такое, да, желание чего-то экстраординарного потратить, купить, сделать, как-то проявить себя аж до конца января 2025 года. Поэтому, ребят, Скорпионы 3-й декады, прям понимаете, что вот эта история, она прям очень сильно реально такая для вас. Посмотрите, почему же вам хочется это как-то, если конвертировать это в покупки, да, почему в покупки? Это классно применяется в работе, это классно применяется в проявлении своих качеств, которые вы считаете, что они какие-то неразумные, что они как-то не нужны, люди это не ценят, и вы попробуйте. Посмотрите, проявлять этот аспект в отношениях, в любовных, это, как правило, я устал, я ухожу, мне надоело, найду себе кого-нибудь другого, связи на один день. И это история, которая затягивает, уводит, например, людей из отношений. И когда проходит этот, я бы так сказала, транзит, то здесь история того, что приходит всегда сожаление. Да. А Уран будет находиться в Тельце до 7 июля 2025 года, поэтому Скорпионы 3-й декады, понимаете, что вот это чувство уйти, вспылить, разругаться, лучше я не буду вот здесь что-то рассказывать, а пойду позабавлюсь где-то в другом месте, да, вот это вот псевдоощущение свободы закончится в июле 2025 года. Поэтому здесь, конечно же, это хорошие аспекты для креатива, для внедрения новых дел в работе, но в личной жизни так себе. Поэтому имейте здесь вот такую вот себе в голове установочку, чтобы не наломать дров. Особенно если вы понимаете, реально понимаете, что с этим человеком вас много связывает, что у вас большой бэкграунд, и вам бы хотелось бы дальше с этим человеком жить, но вот что-то сейчас, какое-то ощущение и задор. Оно так бывает, со всеми бывает, транзиты приходят для того, чтобы нас настроить на новое, и не всегда мы понимаем, что они означают. Поэтому здесь нет какой-то задачи или судьбы, не судьба нам быть вместе, нет, это просто момент времени. Внедряйте новое в свои отношения, в том числе для того, чтобы этот аспект проработать, изменить, конвертировать в что-то другое, да. И да, в этот же момент у нас Плутон в квадрате с Меркурием задевает полнолуние в октябре, начинается с 9 и продлится до 20 октября. Меркурий в квадратуре с Плутоном. Аспект сложноватый для Скорпионов 1-й декады с точки зрения коммуникации. С точки зрения коммуникации для Скорпионов 3-й декады получится очень даже хорошо. Скорпионы 2-й декады этот аспект, я бы так сказала, ну, не то, что не заметит, не будет так очень сильно влиять, не будет особого сбоя коммуникации, не будет особой напряженки. Самую максимальную напряженку почувствуют Скорпионы 1-й декады, будет ощущение, что никто вас не понимает, как будто такое давящее ощущение в отношениях с людьми, при этом это хороший аспект для углубления в какие-то тяжелые сложные знания. Изучайте какую-то сложную информацию, литературу, где вы раньше не могли разобраться, вам было сложно, вам не хотелось, вам было лениво. Хороший аспект для писателей, для журналистов, для того, чтобы разобраться в большом объеме сложной какой-то информации, ее структурировать, сгруппировать. Прекрасное для этого время. Это, я бы так сказала, 2 недели таких мощных
октября, потому что в ноябре у нас будет, ребята, ретроградный Меркурий в Стрельце, и вот здесь как раз-таки все литературные профессии, здесь для вас будет очень хорошее время, я бы так сказала, продажи и пиара вашей деятельности, да, ваших интеллектуальных знаний. Поэтому сейчас вот так вскользь и зацепило. Да, эти аспекты создают у нас настроение октября. На полнолуние 17 октября у нас будет уже вот это вот все на небе сложенное, да, и после у нас остаются, я бы так сказала, 2 недельки, но все же, да, с 20 октября у нас до новолуния ноябрьского, 1 ноября у нас будет новолуние в Скорпионе, да, его очень сильно, естественно, заметят скорпионы второй декады, это вот прям, я бы так сказала, но прежде чем мы дойдем до новолуния, у нас складывается такой один из сложных аспектов, на самом деле это Солнце в квадратуре с Плутоном, это такой сложноватый аспект, при этом здесь Марс от Солнца будет далеко, но все же, ребят, скажу, что это история доминирования, это история властная, это история активности, либо деньгозарабатывания, да, либо устоя своей репутации, либо момент в отношениях, потому что здесь еще и Солнце у нас в весах, поэтому здесь, ну так, знаете, смело могу сказать, Плутон и Солнце в весах, это история, Скорпион вообще, в принципе, то, что так-то у нас партнерский знак, да, это история о партнерских отношениях, то, как мы умеем партнериться, договариваться, строить репутацию, уметь быть в отношениях как в любовных, так и в работе, так и в коллективных. И здесь обязательно нужно вот эту историю понимать. Ребят, хочется, я знаю, иногда отстоять больше своего, да, но при этом постарайтесь в конце октября перед как раз таки новолунием вот эту историю пройти красиво, устоять вот на этих весах в балансе, да, быть классным партнером в личной жизни, в работе, уметь договариваться, да, но при этом быть достаточно настойчивым, чтобы люди понимали, где ваше место, ни в коем случае не отдавать свои, я бы так сказала, бразды правления, да, занимать свое место, но при этом не двигать других, я бы это вот так сказала. Поэтому здесь, скорпионы любой декады, понимайте вот это ощущение, но здесь очень важно свое мироощущение, да, потому что мы подходим как раз-таки к дням рождения вообще, в принципе, всех скорпионов. И здесь очень важный такой, понимаете, момент, когда Солнце перед днем рождения находится в каком-то напряженном аспекте своего главного управителя, а у вас тут 2 управителя находятся, это и Марс, и Плутон находятся в квадратурах к Солнцу. И здесь очень важно понимать историю, кто я, какой я скорпион, куда я иду, мой план на будущее, на жизнь, для чего я вообще живу, долгосрочная перспектива всех моих действий, моей профессии, моей работы, моих отношений, к чему это приводит. Это вообще, я так скажу, такой очень сильный, мощный вопрос перед своими днем рождениями, да? Но не все его себе задают. Почему? Многие просто боятся. Ребят, скажу так, что пока у нас Лилит находится до конца марта 2025 года в весах, все гораздо проще. В конце марта, в начале апреля Лилит меняет знак, переходит из весов в Скорпиона. И здесь уже вот будут проверяться вопросы глубоких внутренних страхов, как мы с ними боремся, как мы с этим работаем. А пока все это, я бы так сказала, все гораздо проще. Но очень важно четко себе понимать и честно, максимально честно отвечать на вопрос, кто я, куда я иду и зачем я вообще занимаюсь вот этим сейчас. Да, это очень классные вопросы перед этими днями рождениями, этой осенью, да, потому что у нас все-таки еще здесь Венера в квадрате с Сатурном складывается, и этот аспект такой, я бы сказала, не совсем простой, хорошо сложится у скорпионов второй декады, да,
у скорпионов первой и третьей декады этот момент времени будет отягощен, я бы так сказала, другими обстоятельствами, другими планетами. Продуктивнее всего будет скорпионом второй декады, если вы будете действовать. Если вы не будете что-то делать, то будет ощущение того, что время прошло, и оно вот такое просто потрачено. Но при этом придет ноябрь, который гораздо сильнее, чем октябрь, и здесь необходимо будет уже жонглировать очень многими обстоятельствами, поэтому я еще раз говорю, что октябрь у нас так немножко нас плавно, поэтапно подготавливает к ноябрю, да? Поэтому здесь, конечно же, Венера в квадратуре с Сатурном, аспект, который про финансы лучше не тратить, лучше копить, в отношениях лучше проявлять эмоции, потому что будет казаться, что эмоций недостаточно, что нас не любят, что мы одиноки, что нас не понимают. Это такая история, которая закончится буквально неделю, она продлится, ребят. Затянет немножко, конечно же, затянет у нас новолуние, аспект рассыпется 3 ноября, и здесь нужно просто понимать, что это момент времени. Не надо никуда уходить, просто нужно понимать, почему остыли чувства в отношениях, и все, в принципе, будет складываться дальше более чем хорошо. Ребят, идем дальше. У нас 1 ноября новолуние в Скорпионе, но до этого момента с 28 октября у нас на небе складываются такие достаточно сложные, напряженные аспекты, с которыми я бы посоветовала бы поработать, обратить внимание, ну, по крайней мере, понимать, почему так происходит. И это лишь те моменты времени, которые нам показывают, где у нас есть провалы, в чем нужно разобраться, где мы не совсем адекватно реагируем на события, потому что все мы люди, все мы устали, и когда есть вот эта накопленная усталость, есть, конечно же, понимание того, что с этим надо что-то делать, и так больше продолжаться не может, потому что это естественный фильтр того, что нам нужно либо делать что-то другое, либо по-другому, да. И здесь, ребят, скажу, что с 28 октября по 9 ноября задевает, естественно, эти аспекты начинают соединяться, складываться перед новолунием. Это всегда так, чтобы на новолуние мы максимально четко поняли, прочувствовали, потому что новолуние и полнолуние — это абсолютно эмоциональные события на небе, не больше, да. Но для нас, до людей можно достучаться только через эмоции, да, поэтому мы, собственно, так и реагируем на многие события. И да, с 28 октября у нас на небе начинают съезжаться точные оппозиции. Это Марс, Плутон. Аспект активный, мощный, амбициозный, пробивной. Это аспект, уже говорила, деньгозарабатывания, бизнеса, построения себя как личности, большой, мощный, сильный аспект становления себя, преодоления больших трудностей, финансовой стабильности, свободы через свои силы эмоциональные и физические. Либо же это аспект внутренней конфликтности, когда мы ругаемся с близкими из своих внутренних противоречий, несостыковок, несостоятельности, по большей части, когда мы боимся себе честно признаться, чего мы хотим. Мы понимаем, но боимся сказать это близким, окружающим, потому что они нас не поймут. Это аспект, оппозиция Марса с Плутоном. Очень сильный и мощный аспект, который, я еще раз говорю, нужно конвертировать в нужное русло. Да? Точно так же у нас Венера в оппозиции с Юпитером начинают свою работу тоже с 28 октября и по 9 ноября. И вот этот аспект уже такой достаточно очень сильной конфликтности, когда мы все, что в нас не реализовалось, начинаем предъявлять всем. В основном, конечно, вторым половинкам начинаем говорить, что вот если бы не ты, если бы не жизнь с тобой, то у меня бы все сейчас было по-другому. Поаккуратнее с этим аспектом, потому что Венера на этот момент будет в Стрельце. А это такой, я бы так сказала, знак, который, если без плана на будущего, да, начинает вариться, быть капризным, очень претензионным,
очень умный знак, многое можно сделать, но если не развивается, я бы так сказала, то получается очень сложно с ним ужиться, получаются одни претензии и ворчания. Поэтому здесь, ребята, скажу так, что вот это вот все добро начинает у нас складываться с 28 октября. Вы чувствуете, да, скорпиончики на ваши дни рождения на небе, я бы так сказала, одни из сильных, мощных и противоречивых аспектов. На самом деле дальше, как мне лично кажется, будет проще. Но вот именно на ваши дни рождения, не просто так этот гороскоп называется у меня «Осень силы», потому что на самом деле складываются одни из сложных аспектов, которые требуют от нас выработку именно силы духа и нашего морального состояния. И это на самом деле неплохо. Да, 1 ноября у нас новолуние в Скорпионе, и вот эти все мощные аспекты, при этом еще, ребят, у нас складывается еще точно так же в новолуние, становится в четкую оппозицию Меркурий с Ураном. То есть это, я бы так сказала, тройное комбо физической активности, действий, ума, любви, то есть я бы так сказала, все эти сферы нашей жизни, да, будут сталкиваться в конфронтацию, то есть внутри будет ощущение, что что-то идет не так, слишком много эмоций по факту, да. Венера, Юпитер, меня не устраивает тот уровень жизни, в котором я живу, меня не устраивает тот уровень комфорта, счастья, радости, тут вообще просто любовь будет на напряженке, плюсом еще, конечно же, слава богу, уже расходится Венера в квадрате с Сатурном, когда нам это все казалось, что мы одинокие, нас не понимают, вот теперь претензии выходят наружу, они вот спали, теперь такой вот вулкан, да, у нас. Меркурий, Уран, это две планеты ума, и здесь мозг сам с собой, я бы так сказала, спорит. Хочется что-то внедрить новое, но хочется как-то это сделать максимально непонятно, странно. Меркурий находится в последних градусах Скорпиона, поэтому, да, ребят, скажу вам, что Скорпионы третьей декады будут максимально очень сильно ощущать вот эту историю, связанную с интеллектом, с работой, что у вас недостаточно ресурсов, что у вас недостаточно связей, коммуникации, друзей, возможно, да, захочется резко куда-то поехать, захочется что-то резко, быстро изменить, причем события будут идти очень быстро, потому что Уран всегда, когда идет в квадратуре или в оппозиции, это всегда история того, что аврал на работе, очень много срочно нужно что-то сделать, но мы не знаем, за что браться. И в итоге, если не справляться с этой энергией, брать на себя больше, то получается, ну, скажу, что у Скорпионов третьей декады вот нужно брать больше, просто делать и делать это по плану, по графику. Вот это вот хорошая тактика на этот момент времени. У Скорпионов первой декады это будет, ребят, сложное, правда, сложное новолуние, зацепит немножко Скорпионов второй декады, но здесь у вас все-таки Сатурн, который говорит планомерно, продуктивно, медленно, но верно, мы все-таки делаем, мы идем вперед, да. Скорпионам первой декады будет, я бы сказала, сложнее всего, потому что здесь сам ваш управитель дает вот такую квадратуру к Солнцу и делает, я бы так сказала, разрушение всего старого, да, разрушение всего того, что отжило, не получалось как раньше, да, не получится как раньше, ребят, поэтому здесь нужно четко понимать и внедрять новые методы в работе. Тогда будет получаться хорошо, тогда будет получаться классно, не сразу стабильно, но по чуть-чуть вы будете понимать, что если работать в долгу, будет хорошо. А так, конечно же, Скорпионам первой декады здесь еще у вас уже начался ваш Новый год, да, то есть вы уже отметили дни рождения, и вы понимаете, что
что надо делать. Если вы приняли решение делать, то делайте. Постарайтесь это делать не так агрессивно, как хочется, да, постарайтесь это сделать в скорости, нежели в агрессии, да, то есть не предъявлять претензий, не быть злобными, потому что злобными получится быть очень легко, да, снегативить, сагрессировать, сложнее будет восстановить эти отношения, да, поэтому здесь я все-таки всегда за отношения, потому что у нас еще 4 ноября, сразу после этого новолуния, Марс меняет знак с Рака на Льва, и продержится там совсем недолго, да, ребят, но здесь любовь, наши близкие отношения, люди, которые нас понимают, отношения с детками, отношения с родителями. И здесь очень четко понимаете, что вот здесь вся вот семейственность может поехать, да, поехать немножко не туда, куда бы хотелось. Поэтому здесь, принимая решение, осознавайте всю ответственность. Я бы вот так это сказала, да. Вот такое будет, я бы так сказала, ноябрьское новолуние. Сложновато, сложно будет удержать, вот я бы так сказала, на чаше весов все. Скорпионам это под силу, ребят. Не просто так вы выбрали родиться скорпионом. Это такая большая сила и большая ответственность. Но идем дальше. Идем дальше, и с 6 ноября у нас 4 ноября Марс меняет знак с такого флегматичного рака на активного буйного льва, да, и здесь, конечно же, эмоции уже будут, энергия совершенно другая. Скорпионы 3-й декады, ну, будет прям очень хорошо, скорпионы 1-й декады будет такое состояние агрессивности. Еще раз, ребята, говорю, что терпеливее, и тогда будет все лучше решаться. Плюсом у нас 6 по 15 ноября Венера входит в квадратуру с Нептуном. При этом сложный аспект, который в любовных отношениях на скорпионов 3-й декады отыграется сложновато. Ребята, будьте, пожалуйста, мудры в этот момент, не тоните в каких-то иллюзиях, не одевайте себе розовые очки, не создавайте себе трудности. Здесь скажу, что у скорпионов 1-й декады, если вы будете работать над отношениями, получится эту историю пройти хорошо, но опять же без розовых очков, потому что Нептун та планета, которая любит создавать нам иллюзии, и мы любим охотно в них верить, потому что просто устаем от трудностей и хотим хоть немножечко поверить в сказку, в радость, но здесь четко себе отдавайте отчет, почему так происходит, не впадайте в иллюзии. Да, ребят, 15 ноября у нас с вами полнолуние у нас, и я бы сказала, что вот оно такое будет стабильное, в Тельце, легкое, да, но оно будет, Луна у нас будет в соединении с Ураном на момент полнолуния, и Уран, запомню, делает совершенно неприятную оппозицию к скорпионам, к солнечным скорпионам 3-й декады. И здесь, ребята, да, понимаете, что вот здесь вот этот вот момент вот этого Урана ретроградного, который, я бы так сказала, последние 9 месяцев находится в Тельце, и вот это последняя, я бы так сказала, такая петля его, очень эмоциональная, когда хочется вот прям с шапкой наголо что-то вот там такое сотворить, да, понимаете, эмоциональнее всего будет это полнолуние у скорпионов 3-й декады, поэтому, ребят, даже не знаю, медитировать, ну какой смысл в этом есть? Нет, здесь нужно четко и честно отвечать себе на вопросы, кто вы, про что вы, зачем вы, для чего вы, да? Плюсом еще скажу, что у скорпионов 3-й декады здесь будут такие кармические вопросики реализации с точки зрения любовных отношений в том числе. Будьте мудры, принимая решения, не бегите оголдело быстро что-то сделать, лишь бы сделать. Говорила про Уран, до конца января 2025 года он будет в ретроградном движении, и будете реагировать именно скорпионы как раз-таки 3-й декады. Поэтому постарайтесь здесь научиться быть менее эмоциональными на такие больные, я бы так сказала, события, которые бывают очень сильно задевают.
Для скорпионов первой и второй декады это полнолуние не будет таким сложным. Не будет оно для вас, ребята, таким сложным, таким эмоциональным. Скорпионы второй декады, если вы идете по плану, действуете четко, то все хорошо. Скорпионы первой декады, ну, у вас по-прежнему Плутон, который до 20 ноября находится в Козероге. И да, ребят, здесь, я бы так сказала, такая буря и вихрь эмоций, который все-таки продолжает разрушать старое. Но если вы сами решите навести эти порядки и понять, что это себя уже изжило, и работа, и личная жизнь, и отношения, и то круг общения, с которым в последнее время вас сталкивает жизнь, в этом нет ничего плохого, просто нужно понимать, что все мы люди, в каком-то этапе своей жизни мы хотим жить, как мы давно всегда хотели, да? Нужно себе честно в этом признаваться, не впадать в иллюзии, и тогда получится хорошо. Идем дальше, ребят. Это полнолуние в Тельце достаточно сложное и нестабильное, еще раз скажу, но не настолько сложное для того, чтобы, я бы так сказала, предъявлять всем настолько много претензий. Да? Напоминаю, что у нас еще продолжает на небе идти, складываться оппозиция. Как раз таки, да, это Меркурий в оппозиции с Юпитером. Меркурий уже в Стрельце. Юпитер у нас ретроградный с середины октября. И скажу так, что с полнолуния ноябрьского начинает сходиться как раз таки оппозиция Меркурия и Юпитера. И скажу, что с 26 ноября по 15 декабря у нас на небе ретроградный Меркурий, который на момент своей ретроградности будет как раз-таки в этой же самой оппозиции. Как сложится это на скорпионов, сейчас расскажу. Но момент на самом-то деле, да, две планеты. Одна из них отвечает за ум-коммуникацию, вторая планета у нас отвечает за социальную реализацию, за наш имидж, за нашу репутацию в том числе. И здесь история, связанная как раз-таки быть или казаться. Да? И этот момент у нас закручивается вот прям с середины ноября очень сильно. Мы, естественно, подходим к нему, к самому моменту ретроградного Меркурия с 26 ноября. И здесь, конечно же, чуточку ослабевает эта оппозиция, но она все равно потом будет опять же накатывать, ну, потому что Меркурий в ретроградном движении все равно быстрее, чем ретроградный Юпитер, да. И как это сложится вообще, в принципе, история на скорпионах. Плюсом у нас еще, ребят, на момент ретроградного Юпитера у нас еще и Венера в квадратуре с Лилит, да. Да, ребята, это так. Здесь история двойная. Уметь договариваться, коммуницировать, уметь в партнерских отношениях преодолевать страхи, то есть уметь договариваться и в отношениях, то есть идти на глубину отношений, несмотря на то, что страшно. Страшно в чем-то признаться, страшно сказать, что вот так я больше не хочу, а я вообще вот так хочу. Я уже вот тот отрезок времени прожил, как говорится, как по наитию я умел, да, и сейчас я хочу жить совершенно по-другому. Я вот в том уровне комфорта, достатка прожил, теперь мне хочется по-другому. Потому что Венера на момент ретроградного Меркурия будет у нас, ребят, находиться в Козероге. И Венера в Козероге это всегда про социальные гарантии, социальный статус, уровень комфорта, финансовая стабильность, которая у нас есть в этих отношениях. Можно, конечно, говорить, что любовь любовью. Я, конечно же, всегда за любовь, я всегда за отношения, когда людей связывает больше, чем финансовая составляющая. Но именно в этом ноябре начнется как раз-таки вопрос, что мы именно вместе
все с тобой достигли в этих отношениях и почему мы вместе не выходим в этих отношениях на новый уровень комфорта. Поэтому да, можно говорить, что только любовь, но все-таки мы все с вами социальные личности, у нас есть желание у кого-то жить в комфорте, у кого-то кем-то стать, у кого-то иметь определенную профессию, у кого-то иметь определенный уровень развития. И я скажу, что это не должно быть стыдно, это должно быть четко и понятно, и тогда люди максимально раскрываются в этих отношениях, максимально коммуницируют. Плюс ретроградный Меркурий у нас в Стрельце. Это всегда план на будущее, социальная активность, социальный рост, социальная стабильность или же нестабильность, наша репутация, кто мы как человек, чего мы достигли, с каким уровнем образования, ума, связей, уровня мудрости именно в том числе. И здесь я скажу, что это все вещи, которые вот не очень-то хочется понимать, когда тебе 20 лет, да, когда тебе 30 лет. Но когда ты пришел к середине своей жизни, к 40, то есть если ты за 35 плюс, к 40, к 50, ты уже прекрасно понимаешь, что это все-таки был не пустой звук, и надо было к этому идти. И скажу, что даже и в 50, и в 60 к этому вообще не поздно, потому что разворот кармических узлов, возвращение их как в 36-37 лет, 38 отыгрывается, точно так же, как в 54, в 56, в 55, в 57. Поэтому здесь, ребята, понимаете, что точно так же, как и любви все возрасты покорны, да, точно так же и самореализации тоже возраста нет. Поэтому здесь вот такие моменты выйдут в этот ретроградный Меркурий. Я вам не скажу, что здесь как-то фатально я вас буду пугать. Нет, вообще, ребят. Скорпионы вообще всех декад, ну, необходимо взяться за вот эту работу, за работу сложную. Очень сильно эмоционально эта история будет наработать у скорпионов первой декады. Ну, то есть, кто вы вообще, в принципе, в жизни, какие у вас отношения, работа, к чему вы пришли. Собственно, я вам это и говорила, в октябре будут эти вопросы стоять. Просто в ноябре они будут раскрываться гораздо глобальнее, и мироощущение будет гораздо глобальнее, да. В октябре после коридора затмения вот этого эмоционального, оно будет чуть-чуть так по накатанной идти, а в ноябре это уже примет такой большой масштаб в вашей голове, скорпионы первой декады, поэтому здесь не малодушничайте, честно отвечайте себе на эти вопросы, и тогда будет все сдвигаться как раз-таки с той самой точки, с которой вы боитесь, чтобы оно сдвигалось. У скорпионов второй декады здесь скажу, что будет не так все сложно, оно будет точно так же масштабно, но оно не будет с таким резким эффектом, прямо сейчас нужно это делать, это останется, как впишется в такой план действий, в регулярный, делайте, внедряйте, ребят, понимайте эту историю, она на самом-то деле очень важна. Скорпионы третьей декады, здесь, конечно же, скажу, что уже к этому ретроградному Меркурию Плутон вышел из Козерога, покатился по Водолею. На ближайшие 20 лет Плутон будет в Водолее, будет работать активно там. Не скажу, что у скорпионов третьей декады наступает момент такой активной деятельности, бурной вперед, когда Плутон развернулся из ретроградного движения, он начинает активно набирать силу и мощь. Поэтому, ребята, все вот эти задачи, которые я описала как раз-таки и по этот ретроградный Меркурий, и про социальную реализацию в том числе, потому что нас всех в 2025 году спросят про социальную реализацию. Кстати, кто не смотрел гороскоп на 2025 год, он уже вышел для скорпионов, в конце ролика прикреплю. Ребят, посмотрите для того, чтобы составить себе четкий план. И да, ребята, идем дальше. У нас история того, что ретроградный Меркурий у нас идет с 26 ноября по 15 декабря. Скажу, что в момент этого ретроградного Меркурия у нас 1 декабря новолуние. 1 декабря новолуние у нас очень достаточно глобальное, оно будет в Стрельце, естественно. Стрелец — это будущее, социальная активность, рост, реализация. Но все то, что я сказала про период ретроградного Меркурия, все эти вопросы будут четко стоять и намекать нам как раз-таки, почему мы стоим на месте, почему мы не реализуемся. И да, следом после этого новолуния у нас 7 декабря уходит в ретроградное движение. Ребята, ваш второй управитель — это Марс.
Марс. Да, Марс на этот момент будет у нас во Льве. 7 декабря он уходит в ретроградное движение. Здесь наслойка: ретроградный Меркурий и ретроградный Марс. Коммуникация, умение договариваться и наши действия. То есть наши действия, которые мы хотели сделать, реализовать и думали, что получится очень быстро, теперь будут немножко подвисать. Они еще будут более-менее активны до конца декабря, потому что с начала января 2025 года ретроградный Марс выйдет из Льва и войдет в Рака. И здесь действия будут немножко нам будет страшновато, немножко мы будем подвисать, то есть не будет той быстроты и скорости. Все, конечно, зависит, у каждого свой Марс в натальной карте, у кого Марс активный, быстрый, и вы привыкли все делать быстро, тогда во Льве, конечно, вам будет прекрасно. Если же у вас в натальной карте воздушный Марс, да, тогда вот пока он в декабре будет находиться во Льве, и все будет происходить очень быстро, вы сделали и вы получили результат, будет, конечно же, хорошо. Но тогда с января и весь февраль, потому что у нас Марс уходит в ретроградное движение почти на 3 месяца, ребята, да. И здесь история того, что если в вашей натальной карте Марс в водном знаке или же в земном, тогда для вас будет более продуктивный период, когда вы сможете спокойно расставить все фишки, все пешки в своей игре, работе, личной жизни, и тогда вот с января для вас будет более такой, я бы сказала, продуктивный период. Он будет медленнее, но продуктивнее, да. Здесь, естественно, по настроению, кто привык как делать. Если вы все-таки нужна вам скорость, то в декабре будет получаться быстрее, чем, например, в январе и феврале. Вот такая вот у нас история, ребят. 7 декабря ретроградный Марс. На этот момент он будет в оппозиции с Плутоном, в соединении с Венерой, ребят. И эта история однозначно про то, чего мы достигнем: уровень финансов, уровень бизнеса, мощи, активности. И здесь еще основной такой вопросик, мощный, который будет не совсем приятен для скорпионов первой декады, но это нужный вопросик, если вы засиделись и не планировали что-то делать. Для скорпионов второй декады этот вопросик не такой будет сложный, но все-таки на чаше весов будет и репутация, и активность, и действие. Скорпионы третьей декады, действуйте, ребят, хорошие моменты для того, чтобы реализовать все свои творческие моменты, работа по вдохновению, работа, я бы так сказала, в легкости, но при этом не получится без внедрения нового. Нужно обязательно внедрять нечто новое, потому что Уран все-таки вас не отпускает, скорпионы третьей декады. Здесь, конечно же, да, вам помогает и Плутон, помогает и Нептун, но Уран говорит: давай делай по-новому. Как раньше не будет, как раньше я все буду выводить из баланса, и это будет не работать. Поэтому да, находите новые источники дохода, новый подход в отношениях своих, выходите на новый уровень, нечто обязательно новое. Знаю, что масляное, но это Уран, он всегда про новое. И если мы пытаемся влезть в те же джинсы, получается не очень, мы просто туда не влазим или же уже неуместны. Да, ребята, вот так начнется у нас декабрь, и у нас следующее полнолуние это 15 декабря. 15 декабря полнолуние у нас в Близнецах. И этот момент, который, знаете, я вам так скажу, он достаточно будет сложным у, конечно же, всех тех, кто до сих пор не пришел к осознанию движения вперед. Да, у нас, конечно же, последние 2 недели уходящего года, как раз 15 декабря у нас заканчивается свое движение ретроградный Меркурий. Кто его очень сильно боится, скажет: ну, наконец-то. Но ретроградный Меркурий 15 декабря закончит свое движение в квадрате с Сатурном, где будет четкий, я бы так сказала, внутренний разбор полетов. Что я сделал, что я не сделал, почему не сделал, заленился, так бывает.
но надо брать себя в руки, идти вперед, идти в развитие. Это полнолуние будет, я бы не сказала, что очень сложное для скорпионов первой декады. Скорпионы первой декады скажут мне, ну сколько же уже можно, да, мы уже все поняли. Это понятное дело. Это будет просто очередной момент, я бы так сказала, умственной работы над собой. Кто я, куда я хочу прийти, для чего я хочу прийти, честными. И здесь нужно очень сильно чувствовать, начинать свою интуицию, ребята, потому что вот скоро закончится вот этот момент, я бы так сказала, перехода кармических узлов. Да? Напоминаю, что 12 января 25 у нас кармические узлы меняют знак, они переходят с оси Овна, Весов на ось Рыбы, Девы. И северный узел у нас уже с конца декабря, с середины его точно, уже начинает сходиться именно с этого декабрьского полнолуния в соединении с Нептуном. Поэтому здесь, ребята, подключаем интуицию, свое чутье, свою мудрость, творческие свои мотивы, порывы, глобальное такое мироощущение. Очень классно получится у скорпионов, я бы так сказала, третьей декады, если, конечно, Уран не будет выводить вас из баланса. Я надеюсь, уже к этому моменту вы уже привыкли, да, что если что-то происходит, уже даже глаз не дергается. Поэтому не стоит из-за этого переживать. Да. Просто понимайте, что мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним, подстраиваться под обстоятельства. Скажу, что для скорпионов первой декады этот момент не будет таким сложным, как планировалось. Я бы так сказала, что скорпионы первой декады прочувствуют всю вот эту историю со своей интуицией. Это конец октября, начало ноября. Ну, вот так, ребята, да, и уже декабрь для вас будет не таким сложным, как казалось бы, да, как, может быть, хотелось бы, но при этом, если вы идете в становление своей личности, идете в будущее, в развитие, тогда получается очень хорошо, потому что Плутон пошел по Водолею и будет делать квадратуру к вашим солнышкам, и, я бы так сказала, поднимать на новый уровень ближайшие несколько дней. Поэтому здесь, ребят, нужна мудрость и понимание, что развитие неизбежно. Скорпионы второй декады, у вас продуктивная, планомерная работа. Действуйте, внедряйте. Пока нет никаких отягощающих, я бы так сказала, событий. Но вообще все скорпионы, придет вот это вот ощущение, что все вот так классно, все вот так позитивненько, да, потому что сейчас, я бы так сказала, скорпионов немножко покинуло вот это позитивное настроение. Ребят, с 10 июня 2025 у нас Юпитер меняет знак, он из Близнецов выходит в Рака. И начнет потихонечку, я бы так сказала, проигрывать все самые позитивные сценарии, как минимум давать удачу в социальной реализации. Это с лета 2025. Ребят, а пока мы сами с усами. Да, сами с усами делаем, движемся вперед. Для скорпионов эта задача вообще, в принципе, нормальная. Да? Поэтому, ребят, еще раз скажу, что это... Осень и зима 2025 начнется с таких мощных внутренних аспектов. Это на самом деле аспекты нашей внутренней конфликтности, когда мы сами все понимаем, но почему-то не действуем, да, ждем обстоятельства, которые бы нас к этому подвигнули. Так вот, обстоятельства будут создаваться, и хотелось бы, чтобы вот 31 декабря у нас... Я еще, конечно, подробный гороскоп запишу на декабрь, зимний гороскоп очень сильнее, развернутее, да, ну вот у нас последнее новолуние уходящего года, 31 декабря, будет в Козероге. Для скорпионов это такое четкое, результативное новолуние, когда мы будем понимать, что мы сделали, что мы достигли. На этот момент будет Марс в четком оппозиции с Плутоном, и такое, знаете, внутреннее раскрытие, честное подведение итогов года, что я сделал, что я не сделал для того, чтобы у меня в жизни было то, что я хочу. На этот момент у нас под конец года две социальные планеты, Юпитер и Сатурн, будут в квадратуре, в четкой квадратуре. Это аспект
финансов. Аспект, когда я сегодня хочу много потратить, а завтра хочу много скопить. Когда я хочу идти в социальное развитие, когда я не хочу идти в социальное развитие. Так вот, подумайте, что же вы делаете для того, чтобы у вас было то, что вы хотите. И здесь есть вся история того, что построить все то, что вы хотите, в ваших силах. Однозначно, ребят. Это относится как к скорпионам первой, ко второй, так и третьей декады. У всех своя интенсивность событий, каждый сейчас на своем пути. Но скажу так, чтобы к декабрю, к концу декабря 2024 года прийти с тем уровнем финансов, с тем уровнем ощущения комфорта, который вы себе хотите, а я знаю, вы мало не хотите. Скорпионы — это максималисты. Будьте честными, ребята. Давайте, не надо малодушничать, никому вот не нужно вот из ваших близких скромные ваши позиции, это все иллюзия. Вот всем классно, когда рядом есть тот локомотив, который движет всеми. Вы скорпион, вы родились в семье, где не хватало вот этого локомотива, где семья не дотянула. Это я так про глобальные такие кармические задачи и вопросики, потому что очень сильно будет вот эта история у скорпионов третьей декады под Новый год фонить прям, да. И здесь понимаете, ребят, что все в ваших силах, и вы можете это достичь. Скорпионы второй и первой декады однозначно 100% тоже. Просто вы почему-то думаете, что ни к месту, ни к делу, ни к тому, ни к сему, и начинаете придумывать себе очень многое. Когда я начинаю идти в развитие, у меня начинает все рушиться. Коммуницируйте просто. Поэтому, собственно, у нас и есть этот ретроградный Меркурий в ноябре-декабре 24-го, да. Собственно, поэтому у нас такие очень сильные, мощные аспекты на эту осень. Но, ребят, ну не просто так это осень силы. Поэтому здесь давайте раскрывайтесь. Вы нужны этому миру. Скорпионы — это те люди, которые достигают очень многое, которые нужны для мироздания, для сохранения баланса добра и зла в том числе. Поэтому здесь будьте тем, кто создает этот мир. Да, будьте спасателем, истинным знаком зодиака, для чего вы предназначены. Поэтому, да, ваша жизнь, она такая мощная, она интересная, но она должна идти вперед. И про это, собственно, это осень силы. Такие смыслы, я надеюсь, к вам придут после коридора затмения в октябре на свои дни рождения. И вот если вы сейчас в начале октября об этом подумаете, то ноябрь и декабрь будут совершенно на других эмоциях, совершенно с другим уровнем достатка, кошельком, в отношениях, в уровне доверия и социальной реализации в том числе. Вы уже встанете на свои лыжи и пойдете туда, куда нужно. Ну а для тех, кто, как говорится, еще только думает, не думайте, ребят, уже пора. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что была полезна. В конце ролика обязательно актуальные видео, если вы их не смотрели. Посмотрите, примите верное решение. Я желаю же вам очень сильной, мощной, ну, как это модно сейчас говорить, осознанной осени, чтобы вы понимали, куда вы идете. Потому что Марс, Плутон в эту осень не дадут сделать каких-то бесконтрольных действий. Нужно сделать так красиво, чтобы сразу попасть в цель, а если не попали, сделать еще одну или несколько попытку для того, чтобы получилось, ребят. Но сидеть на месте вообще никак нельзя. Это чревато разрушением отношений, разрушением здоровья, своего ментального здоровья, да, и ухода в депрессию. Поэтому, ребят, дерзайте, дерзайте, и все у вас сложится хорошо. Ребята, если у вас остались какие-то вопросы, жду на консультацию или оставляйте в комментариях к этому видео, но в комментарии обязательно указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что общий подекадный гороскоп я уже рассказала. На то, что касается именно каждого из вас, это ваши личные натальные транзитные карты. Ребята, только так это работает, нет универсальной таблетки для всех, и советы для всех они разные, точно так же, как инструкция к действию. Ну что, ребята, сильной вам мощной осени, я уверена, что вы справитесь, нет ничего здесь такого, что вы не можете, просто надо начать действовать, вот прям Марс, Плутон, они про действие. Ну что, увидимся с вами в следующем ролике, и пока-пока.